Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СПР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас пятница, 15 апреля, выпуск экстренный, тема, которую мы обсуждаем, это война, и все события в той или иной степени, которые мы будем сегодня обсуждать, связаны с этой войной. Начнем мы с центральной новости этой недели и прошедших 2 суток после нашего предыдущего выпуска. Это уничтожение со стороны Украины флагмана Черноморского флота российского, ракетного крейсера «Москва». Что сказать, Путин был просто в шоке, просто в шоке. Абсолютно неожиданное событие. И мы рассказывали уже у нас в телеграм-канале генерал СВР, когда ему сообщили на ночь глядя о происшествии. Там еще на протяжении практически суток была так называемая спасательная операция. Чуть меньше суток. Сейчас более подробно об этом расскажем. Так вот, когда Путину сообщили, что крейсер «Москва» был атакован, и из-за атаки сдетонировали боеприпасы, которые были на корабле, огромное количество погибших. Мы уже говорили о том, что и пропавшие без вести, пропавших без вести, погибших более 100 человек. Мы писали сегодня у нас в телеграм-канале, кому интересно, можете посмотреть цифры. Путин сказал, что буквально ему насрать на баранов, которые, там дальше вообще грубое слово, профукали, давайте так помягче скажем, корабль. Путину абсолютно плевать на человеческие жертвы. Он был потрясен потерей флагмана Черноморского флота. И мы уже говорили о том, что Путин большой символист. Он огромные смыслы придает символам. Во-первых, название крейсера «Москва». Украина атаковала Москву. Для Путина это просто шок, и он долгое время не мог от этого отойти. Он требовал от военных дать ему четкую информацию, можно будет восстановить этот крейсер или нет. Тогда военные, которые уже знали, безусловно, что происходит, дали надежду Путину. Хотя сами прекрасно понимали, что невозможно восстановить корабль. Путин немножко, скажем так, воспрял. Он надеялся, что можно будет крейсер восстановить, пусть даже за небыстрое время, пусть даже ценой огромных затрат, но это было важно имиджево. Но еще раз повторяю, российские военные прекрасно знали о состоянии дел, и уже в то время, когда сообщали Путину о том, что крейсер можно будет восстановить, они уже прекрасно знали, что восстановление невозможно. Путин был в бешенстве, Путин разбил хрустальный столик в ванной, Путин раскидал, как говорят ребята из ФСО, разбросал, наверное, так более правильно, стулья, шкафы, ящики шкафов поразбрасывал. Прислуга тоже была немного в шоке. Я скажу, что все, кто общался с Путиным в ту ночь, когда по крейсеру был нанесен удар, таким Путина еще не видели. Об этом говорили действительно многие люди, которые в ту ночь, в тот вечер с ним общалось довольно много людей. И в режиме видеосвязи, и лично. И Путин был просто в бешенстве. Даже, говорят, осип так кричал. Крыл матом трехэтажным матом военных, крыл трехэтажным матом разведку. Путину сообщили, что удар нанесли из вооружений, которые поставила Великобритания буквально перед посещением Бориса Джонсона Киева. И более того сказали, что британские военные руководили этой операцией.
по нашей информации это не так, это не соответствует действительности. Британские военные, мы сейчас не говорим о вооружениях, мы говорим именно о присутствии британских военных и об их участии в этой операции. Нам не подтвердили эту информацию, поэтому на сегодняшний день, еще раз повторяю, подтверждения нет. Более того, у нас есть данные, что британские военные не участвовали в этой операции. По ущербу имиджевому, ну, уверен, что все наши уважаемые зрители и слушатели все прекрасно понимают, что и знают наверняка. Если не знают, мы сейчас расскажем. Дело в том, что военно-морской флот был гордостью Путина. Когда сообщили, что украинский военно-морской флот был разбит, военно-морские силы Украины прекратили свои существования. Вообще, морской флот, Черноморский флот – это гордость президента России Владимира Путина. И уничтоженный флагман, я несколько раз повторяю, для того, чтобы вы просто поняли его состояние, президента России, когда он узнал об этой новости. На следующий день Путин был подавлен. И после того, как ему сказали, что корабль затонул, ему сказали давайте опять-таки, чтобы вы имели понимание, через много часов после того, как корабль затонул, ему об этом сказали. И Министерство обороны тогда сообщило. Мы знаем, что корабль затонул не за 1, не за 2, даже не за 3 часа до того, как об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации, и как об этом узнал Путин. Путин новости узнает последним. По крайней мере, такие тревожные и неприятные. Был опять-таки подавлен, практически ни с кем не общался после этого известия. Ну, конечно, кроме слова о том, что надо мстить и так далее и тому подобное, никаких четких решений принято не было. Все было оставлено на откуп Генеральному штабу. Сейчас ФСБ занимается руководством Черноморского флота, и будут приняты решения и сделаны выводы, как пообещали Владимиру Путину. Давайте теперь перейдем к состоянию здоровья министра обороны Российской Федерации Сергея Кожугетовича Шойгу, который по своей сути является Сергеем Шойгуевичем Кожугетом. Мы об этом уже неоднократно говорили, и сам Шойгу об этом неоднократно говорил, что фамилия и имя его отца были перепутаны в паспортном столе много лет назад. Поэтому по своей сути это Кужугет Шойгуевич. Но это уже не суть важно. Важно то, что состояние здоровья у него действительно ухудшилось. Мы это подтверждаем. Нам подтвердили это, скажем так, медработники, которые занимаются лечением министра обороны. И у него действительно проблемы сердечно-сосудистой системы. Но, как нам сказали, не настолько большие проблемы, как это пытается демонстрировать сам Сергей Шойгу. И мы уже тоже неоднократно рассказывали о том, что и сам Путин считает Шойгу симулянтом. Так вот, нам подтвердили, что действительно имеет место быть некоторые симуляции, хотя состояние здоровья действительно не важно. У него действительно объективно есть проблемы. Никакого обширного инфаркта нам не подтвердили. Ну вот, собственно говоря, информация по состоянию здоровья. Дело ясное, что дело темное, но, еще раз повторю, проблемы есть, но не настолько большие, как пытается показать это Сергей Шойгу, потому что боится гнева президента России Владимира Путина. И мы уже говорили о том, что 12 апреля должно было состояться общение Шойгу и Путина. Встреча не состоялась как раз потому, что Шойгу очередной раз закосил. Но будем смотреть, как это будет развиваться события, потому что Путину в один прекрасный момент все это может надоесть, и щелчком пальцев он переведет мнимого больного
ну, отчасти мнимого больного Шойгу в разряд реально мертвых. Уверен, что для него это несложно, и мы знаем, что такие мысли есть, потому что ими он делился со своим ближайшим окружением. Порядком надоел ему Сергей Шойгу. Мы расскажем на следующей неделе о интересных и довольно-таки страшных перспективах для тех людей, которые консультировали Путина перед войной, которые являются по своей сути или являлись уже близкими знакомыми Сергея Шойгу. Но это на следующей неделе. Довольно интересная информация. Я думаю, что нашим уважаемым зрителям и слушателям также эта информация будет интересна и важна для понимания, в каком состоянии сейчас находится президент России Владимир Путин и на что он способен. По нанесению ударов по объектам на территории России со стороны украинских вооруженных сил. Путину поступает такая информация, поступает крайне так осторожно, потому что боятся наше российское военное начальство рапортовать о своих неудачах, а это, собственно говоря, их неудачи. Посмотрим, чем закончится. По своей сути, отвечать, собственно говоря, уже новым, я имею в виду, чем-то удивить уже нечем, потому что использованные, ну, за исключением, конечно, тактического ядерного оружия малой мощности. Посмотрим. Ну, к этому, собственно говоря, дело идет. Мы об этом говорили уже некоторое время назад. Но еще раз подчеркну, из тех вооружений, которые уже были использованы, был использован практически весь имеющийся арсенал вооружений, которыми собирались наносить удары. И удивить, собственно говоря, уже нечем, за исключением ядерного оружия. Говорят о возможности применения химического оружия. На сегодняшний день такого распоряжения нет. Путин пока не утверждал такую, не утверждал возможности применения химического оружия, но, зная сирийский опыт, это распоряжение может поступить в любой момент. Еще раз подчеркну, в Сирии российские войска использовали химическое оружие. Мы подтверждаем этот факт. Более того, использование химического оружия было санкционировано президентом России Владимиром Путиным. В этом нет никаких сомнений. Итак, по внутренним делам давайте немножко по российским. Генерал-полковник Беседа находится в СИЗО. Мы специально не называем, в каком именно СИЗО он находится. Он находится под чужой фамилией. Обращаются с ним с переменным успехом, как нам известно. Было у него недавно вызван к нему хирург-стоматолог. Удалили ему корни двух зубов, между которыми был мост. Раскрошился у него мост. Якобы неудачно накусил то ли на ложку, то ли на что-то он там неудачно накусил. По крайней мере, так он объяснил, но никак не мог объяснить, почему у него синяк и опухлость на нижней челюсти в районе сломанного моста, разбитых коронок, и, собственно, из-за чего пришлось удалять корни. До этого за несколько дней, буквально там, по-моему, дней за 10, я сейчас точно не могу сказать количество дней, но вот за несколько дней у него также была травма в области ребер. Тогда он объяснил, что поскользнулся. Ну, применяют ли к беседе меры физического воздействия? Уверен, что применяют. Уверен, что применяют. Более того, знаю, что применяют. Не сильно, не так, как могли бы. И не так, как, конечно, к другим заключенным, но применяют. По окружению Беседы, которые также общаются со следователями, пытаются сбросить с себя ответственность, пальцем тыкают на кого угодно, в том числе и на Суркова.
у Суркова был проведен обыск, как нам сообщили, во время обыска. Еще раз подчеркиваю, по нашей информации, во время обыска следователи и вели с ним довольно дерзко, как нам сказали, еще раз подчеркиваю, он может это опровергнуть, появившись в информационном пространстве, и объяснив, что происходит. По нашей информации, настолько раздухарились люди, которые проводили досмотр, что по распоряжению Путина, еще немножко назад отойдем, по распоряжению Путина, распоряжение Путина было не жалеть Суркова и применять к нему при желании и при возможности в мере физического воздействия. Суркова якобы за язык плоскогубцами водили по комнатам. После этого он даже стал шепелявить, издевались над ним. Чтоб сильно бить, вроде бы не били, но издеваться издевались. Отпустили ему пару подзатыльников. Еще раз повторяю, за язык. Нашли у него плоскогубцы, за язык водили его по комнатам. Насколько вы можете быть уверены, наша информация практически всегда подтверждается и наиболее актуальна и наиболее, скажем так, им всегда практически имеющая подтверждение информация у нас. Поэтому сами можете судить, правда это или нет. Я уверен, что если Сурков захочет это опровергнуть, нет никаких проблем выйти в информационное пространство, немножко поговорить, показать, что он нисколько не шепелявит, и что у него все в порядке, что он не находится под домашним арестом и так далее и тому подобное. Мы, еще раз подчеркиваю, мы никогда не говорили и не утверждали, что он находится под домашним арестом. Надо смотреть внимательно, что мы говорим, и не приписывать лишнее. Если кто-то говорит, что под домашним арестом, мы это не отрицаем, но и мы это не подтверждаем. В то же время мы подтверждаем, что беседа находится, по крайней мере, до последнего времени находился в СИЗО. Еще раз подчеркиваю, мы это подтверждаем, потому что мы об этом знаем. И еще раз повторю, мы не указываем название СИЗО. Так, по основным событиям, которые произошли за эти несколько дней, вроде бы обсудили. Я понимаю, что все ждут каких-то больших изменений. Скорее всего, в ближайшие несколько дней больших кардинальных изменений по крайней мере, на фронте, в ситуации вокруг войны, видимо, не будет. Боюсь загадывать. Еще раз повторяю, по крайней мере, на сегодняшний день, на этот момент ничего не предвидится, никаких глобальных изменений. Поэтому ждем воскресенья. В воскресенье мы выйдем в эфир с Сергеем Жирновым. Проведем наши ставшие уже традиционными итоги недели. Я еще раз извиняюсь за некачественный звук во время прошлого эфира. Постараемся во время следующего все исправить. Да, мне пеняют на то, что мы обещали, что при достижении 120 тысяч подписчиков в YouTube мы расскажем о детях Путина. Мы верны своему слову, все будет. Давайте дождемся окончания боевых действий, как минимум перемирия, и обязательно посвятим этому несколько эфиров. Обязательно. Я все помню и все сделаем. Там действительно интересная информация, но опять-таки давайте дождемся хотя бы перемирия. Я уже не говорю о том, чтобы дождаться мирного соглашения, хотя бы перемирия. Хотя бы давайте на фронте все утихнет, и тогда будем посвящать эфиры, в том числе и детям президента России Владимира Путина. Так, на этом все. Хочу опять-таки всех немножко подбодрить, сказать, что мы тоже не сидим сложа руки. Мы не только вас информируем, мы и постоянно вмешиваемся в события и корректируем по мере возможности те события, которые происходят сейчас и происходили немного ранее. Я более подробно расскажу, когда мы будем презентовать наш проект уже довольно скоро. И не сомневайтесь, Владимир Путин закончит, как Муаммар Каддафи. Мы прилагаем к этому все усилия.
Если считаете нужным и имеете возможность нам помочь, в описании к этому ролику есть наши криптовалютные кошельки, есть подписка на наш Patreon, там довольно несложно подписаться, есть подписка на спонсирование нашего канала в YouTube. Самое главное, поставьте лайк, поддержите нас как минимум этим. Можете написать комментарий минимум 5 слов для того, чтобы поднять в рейтингах наш эфир. И по возможности делитесь в социальных сетях и в группах по нашим эфирам. Мы вам будем благодарны, чем больше людей будет знать, что в реальности происходит, тем лучше. Большое спасибо всем, что были со мной. Мы вас искренне любим. Всего доброго. До свидания.